Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 12 марта. Обращаем ваше внимание, что сегодня день удачи и власти. Это день, когда вы можете действительно обращаться к своим амбициям, сегодня стремиться к успеху, к лидерству. И проведя еще одну практику, благодаря которой именно этот день станет для вас действительно удачливым, счастливым, благополучным. Друзья, поэтому обязательно проведите эту практику и обязательно прослушайте это видео от начала до конца. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите следующие слова. Призовите удачу сегодня. И эти слова очень важны. Итак, что мы пишем в комментариях и проговариваем сегодня целый день? Удача со мной сегодня и всегда. Истинно да будет так. Не бойтесь прописывать, проговаривать. Вы так быстрее сможете поменять свою жизнь. Кроме того, многие люди уже нам начинают писать о том, что мы начали проводить с вами те или иные практики, наша жизнь началась меняться. Даже кто-то умудрился решить вопрос с работой, кто-то с кредитами, кто-то с личными отношениями. Поэтому, девочки и мальчики, не бойтесь тех изменений, которые начинают приходить в вашу жизнь. Прописывайте, проговаривайте. Все это неспроста. Особенно это касается тех людей, которые пришли к нам первый раз, увидели наши видео и решили нажать. Знаете, это неспроста. Вселенная вас подталкивает к тому, чтобы в вашей жизни происходили изменения. И поверьте, эти изменения уже идут к вам через нас, через ту информацию, которую мы для вас отправляем. И, друзья, итак, давайте начинать, что же нам сегодняшний день несет. Как мы уже сказали ранее, сегодняшний день – это день удачи, это день власти, это день лидера. Этот день наполнен достаточно сильной энергией и динамикой. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами, друзья, растущая луна начинается. И она начинается в огненном знаке зодиака Овен. А сочетание вот этого всего, это и страсть, и огонь, и динамика. Это влияет на каждого человека и дает определенные моменты в жизни каждого человека. Дело в том, что именно Луна в знаке зодиака Овна, да еще и в начале растущей Луны, дает нам энергию начала, стимулирует нас на решительные действия и на стремление к тому, чтобы мы ставили цели перед собой, задачи и достигали их. Поэтому сегодня вы даже можете на энергетическом плане ощущать такую, знаете, внутреннюю мощь, уверенность. А это будет способствовать принятию смелых, правильных решений, к инициированию новых начинаний. Кроме того, некоторые люди поймут и почувствуют, что они хотят быть независимыми, они хотят чувствовать себя более решительными, автономными, и это правильно. Девочки и мальчики, не бойтесь, если у вас это состояние, знаете, состояние просыпается лидера, человека, который создатель, который творец, который хочет, чтобы его в жизни действительно все было чудесно, прекрасно, знаете, это тот день, который, возможно, изменит вашу жизнь. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня у некоторых людей будут зашкаливать эмоции, и это будет оказывать вот огненный знак зодиака Овен, он будет оказывать сильные эмоции, влияние будет оказывать на наши чувства. Кроме того, сегодня хорошо заниматься развитием своей интуиции, заниматься саморазвитием, обучением. При этом это не только должно быть духовная сфера, это может быть любая сфера вашей жизни. Возможно, вам не хватает каких-то знаний именно в вашей профессиональной деятельности. Возможно, вы не знаете, как поступить в той или иной ситуации, потому что вам не хватает опыта. Значит, обратитесь к тем людям, которым вы доверяете, которые прошли достаточно, знаете, такую вот тяжелую жизнь, но при этом они не пали духом, и наоборот, это люди оптимисты, которые видят и верят только в самое лучшее. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня энергия знака зодиака Овна будет стимулировать нас к действиям и инициативе. Поэтому это сегодня хороший день для начала новых проектов и, конечно, реализации. Вы можете ощущать такую, знаете, внутреннюю решимость, энтузиазм. Это поможет вам преодолеть любые препятствия, и вы сможете обязательно добиться успеха
успеха в своих начинаниях. Главное, чтобы вы не боялись этих изменений, а наоборот с радостью, с удовольствием принимали вот то, что в вашей жизни может проявляться. Конечно же, в этот день нужно быть осторожным. Почему? Потому что ни в коем случае энергия Овна также в некоторых ситуациях может обострять ситуацию до конфликтов, до противостояний, а соответственно эта энергия для кого-то может быть достаточно агрессивной и импульсивной, поэтому очень важно, чтобы вы себя контролировали свои эмоции и действовали осознанно, это очень важно. Кроме того, сегодня возможны конфликты и споры из-за разногласий в каких-то взглядах, в принципах по отношению к любой теме, которая конфликтна на данный момент, или есть такое, знаете, стремление к доминированию, и поэтому здесь очень важно, чтобы вы оставались спокойными, сдержанными во всех обстоятельствах, терпеливыми были, мудрыми были, потому что без этого никак. Кроме того, для некоторых людей этот день представляет как день возможностей и вызовов. Дело в том, что энергия Луны в знаке зодиака Овен некоторых людей может вдохновлять на какие-то действия, на то, чтобы человек достигал, стремился. Поэтому постарайтесь вот эту энергию, которая вот начала идти из космоса, использовать с мудростью, с осознанностью. И, конечно же, ни в коем случае не стоит сегодня конфликтовать, не стоит сегодня идти на рожон. Вообще сегодня старайтесь избегать конфликтов и неприятностей. И давайте теперь немножко поговорим о лунном календаре здоровья. Итак, друзья, этот день очень важен для тех людей, у кого есть проблемы с головой, с лицом, поэтому позаботьтесь о своем здоровье именно этих частей тела, потому что это может быть особенно актуально. Возможно, вам сегодня нужно обязательно посетить врача или вести более спокойный образ жизни. Дело в том, что энергия знака зодиака Овна способствует физической активности, поэтому, конечно же, прекрасно, если вы сегодня будете заниматься упражнениями, желательно на открытом воздухе. Таким образом, вы сможете получить дополнительную дозировку солнца и свежего воздуха. Кроме того, сегодня день хорошо благоприятен для ухода за волосами и за кожей лица. Не забудьте сегодня уделить время массажу головы, лица. Также воспользуйтесь в ней увлажняющие маски или, как вариант, средства для ухода за волосами. Также вам нужно помнить о том, чтобы вы разумно распределяли энергию, потому что это поможет вам избежать избыточного напряжения и, соответственно, переутомления. Если вы чувствуете уже в вечернее время, что вы достаточно сильно устали, не хватает энергии, возможно, есть смысл сделать себе чай с травками, с той же мятой, с той же ромашкой. Возможно, вы любите чай с другими травами, и обязательно не забудьте принять душ и не забудьте помыть волосы. Вот также обращаем ваше внимание, что сегодня, ввиду того, что энергия Овна, она дает нам вот такие, вот знаете, импульсивные действия, где-то она дает нам агрессивность, поэтому сегодня нужно быть осторожными, не поддаваться вспышкам гнева и ни в коем случае сегодня в этот день не стремитесь к конфликтам. Очень важно, чтобы вы соблюдали терпение и сдержанность во всех обстоятельствах, именно, особенно в коммуникации с другими людьми, потому что все-таки Овен — это огненный знак зодиака, и люди, например, рыбы, да, которые вот все-таки это водный знак, да, зодиака, это они по-другому реагируют на мир, на те обстоятельства, и вот здесь даже может быть конфликт. Поэтому обращайте внимание, кто в вашем окружении, это очень важно. Что же касательно, друзья, лунного календаря денег, то Овен, вообще эта энергия этого дня дает нам начало, дает нам инициативу, и Овен символизирует решимость, силу воли и стремление к достижению целей. Поэтому сегодня также очень важно проявлять активность и смелость в своих действиях. Но главное, чтобы это было с мудростью сделано, а не на эмоциях или на каких-то амбициях, потому что это, к сожалению, не принесет вас к хорошему результату.
Также сегодня мы с вами начинаем уже действовать, мы начинаем двигаться к своим целям, достигать их. То есть если ранее мы с вами это планировали, потому что энергии не хватало и еще только-только Луна родилась, то сегодня вы можете делать решительные шаги в финансовой сфере. Это может касаться открытия новых бизнес-проектов, поиска дополнительных источников дохода или, как вариант, разработка стратегии управления личными финансами. Также Овен нас подталкивает к развитию и самосовершенствованию, поэтому подумайте о том, чтобы, возможно, вам нужно приобрести какие-то новые навыки, и это поможет вам приумножить вашу финансовую состоятельность. Возможно, вам нужно какое-то профессиональное обучение или изучение каких-то новых стратегий. Не бойтесь этому уделять внимание, потому что когда вы начинаете вкладывать в себя, в свои знания, в свои навыки, совершенствовать, то помните о том, что вы развиваетесь, а это, соответственно, привлекает к вам все то новое, что вам нужно на данном этапе жизни. Далее, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит карта Таро на этот день, 12 марта. И карта у нас выпала повешенной. Дело в том, что именно эта карта заставляет нас сегодня с вами задуматься о нашем понимании мира и о тех изменениях, которые идут к нам. При этом обращаем ваше внимание, что изменения вот после этого у нас с вами новолуние у многих людей будут происходить. При этом у каждого будут эти изменения происходить в своей какой-то определенной сфере. И этих изменений не стоит бояться. Очень многие люди боятся потерять работу, расстаться с любимым, как они считают, человеком. Они боятся потерять какие-то отношения, контакты и так далее. Не бойтесь, потому что старое уходит. Хотите вы этого или нет, но, знаете, вот должно вот это старое уйти, отойти от вас, чтобы пришло новое. Поэтому пересматривайте свои стандарты, убеждения, точку зрения. Кроме того, вот эта карта еще символизирует, знаете, как переосмысление, возможно, где-то и принятие неожиданных поворотов в жизни. Не бойтесь этого, потому что пока вы боитесь, вы наоборот, знаете, как топчетесь в луже, вы становитесь только от этого грязнее, у вас возникает апатия, депрессия и так далее. Поэтому сегодня нужно быть открытыми к изменениям и готовым к тому, что может произойти нечто неожиданное в вашей жизни. Обращаем ваше внимание, если вы пессимист по жизни, то, к сожалению, только такое может прийти. Поэтому обязательно перепрограммируйте свое сознание, перепрограммируйте свои мысли только в лучшее. И даже если вы говорите определенные аффирмации, говорите определенные магические слова, и у вас ничего не получается, вы должны понимать, что до этого момента вы на себя натянули настолько много энергетической грязи, что за 5 минут от этого отмыться просто невозможно. Обращаем на это ваше внимание. Поэтому старайтесь сегодня и в следующие дни искать путь к успеху, к счастью. И, возможно, эта дорога лежит в том направлении, которое вы ранее не рассматривали. Очень часто бывает так, что человек зацепился за какой-то один путь, дорогу в своей жизни и считает, что никак по-другому. А оказывается, если человек расслабится и примет божественные энергии в свое тело с космоса, то он поймет, что он оказывается то божественное создание, которое вообще может вдохновляться от того, что он может рисовать картины или красиво вышивать иконы, при этом крестиком, гладью, или, возможно, вы всю жизнь мечтали кого-то обучать вождению на автомобилях. У каждого это будет своя. Возможно, вы умеете шить платья, возможно, вы умеете правильно подбирать, например, одежду, чтобы она была гармонична. У каждого это будет свое. Пожалуйста, не бойтесь, девочки, мальчики. Очень часто бывает так, что мужчины работают на той работе, которая им вообще не интересна, но они боятся что-то поменять, бывает очень часто так, что мужчина ходит на какой-то завод, а в реальности он любит перебирать машины, и он боится открыть свое СТО, боится начать оказывать услуги, потому что боится сказать: а что мне скажут мои родственники, и так далее, и так далее. Вы занимаетесь любимым делом, оно еще вам приносит деньги, а потом, знаете, как очень часто бывает так, что сарафанное радио, оно настолько быстро, очень хорошо работает, когда человек с руками
руками, что все другое это просто пыль. Поэтому, если вы умеете это делать хорошо, качественно, пробуйте. То же самое касается, вот бывает очень часто так, что девочки сидят дома, делают маникюр, но боятся рассказать через социальные сети, рекламировать как-то себя. И в конечном итоге они сталкиваются с тем, что у них ничего, как они считают, не получается, и они это забрасывают и идут, возвращаются на свои заводы, там, на предприятия и так далее, работают на дядю. А подумайте о том, как вы можете это сделать, и у вас обязательно это начнет получаться. Да, нужно проработать, да, нужно где-то написать, записать, возможно, какие-то видео, но для этого не нужна какая-то сверхсовершенная камера, для этого достаточно телефон, который у девочки, у мальчика, у каждого сегодня есть в руках. Мы сегодня без мобильного телефона, как вы знаете, это ну прямо никуда. Даже сегодня иногда идешь по улице, и вроде бы уже, знаете, такая женщина, 70 ей лет, она раз достает телефон, чуть ли не последняя модель той или иного бренда, и ты удивляешься, боже, слава богу, значит, есть дети, внуки, которые, или просто человек сам заинтересован в том, чтобы учиться, и это круто. Поэтому сегодня вот тот день, вот недаром это сегодня день удачи, и сегодня день власти, когда вы можете взять власть над собой, над своими какими-то убеждениями, над тем, чтобы поменяться, измениться. Вы это можете, каждый при этом, девочки и мальчики. Не бойтесь этого совершать. Не думайте о том, что ой, мне столько лет, я ничего не могу, все, моя жизнь прошла. Забывайте об этом. Помните фильм «Москва слезам не верит», и когда главная героиня говорит, я теперь понимаю, что в 40 лет только жизнь начинается, и сегодня в 60, и в 70, даже в 80 лет, если вы захотите, ваша жизнь только начнется, и вы увидите по-другому. Да, на первом этапе будет сложно. А кто говорил, что когда-то что-то было легко? Даже ребенок, который родился и начинает топать своими ножками, даже ему и то сложно. Он тоже имеет свои синяки, ему тоже больно, слезы, через слезы проходят, через истерики, но все равно ребенок двигается дальше. Вот и так, пожалуйста, не бойтесь этого. И давайте мы вернемся к практике, которую сегодня обязательно вам нужно провести. Итак, что мы для этого делаем? Вам нужно взять ручку любого цвета, главное, чтобы она, может быть, и фломастер, главное, чтобы она нормально писала, а не так, что тут пишет, тут уже не пишет, тут уже царапает. Наберем ручку и пишем на запястье своей руки следующие цифры: 99, 128, 88. И далее скажите «благодарствую». Вы таким образом запускаете определенные процессы в свою жизнь. Еще раз: 99, 128, 88. И обязательно активируем через слово «благодарствую». Вот такой, друзья, у нас с вами день 12 марта. Мы всем желаем замечательно его провести, чудесно, великолепно. И вы знаете, у вас обязательно все получится в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео. В комментарии не забудьте, друзья, написать «Удача со мной сегодня и всегда». Истина, да будет так. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.